что мы имеем про это дело, что это как бы некая группа людей, которая не очень понятно в какой степени, но, наверное, по крайней мере, часть людей была друг с другом знаком, значительная часть из них либо является анархистами, либо как бы раньше были анархистами, и часть из них каким-то образом увлекалась страйкболом. И вот это сочетание, оно и дало вот эту гремучую смесь для ФСБшников. То есть, в принципе, все это по отдельности законно. Я подошла к окну, и здесь смотрю из машины моего Илюшу выводит в наручниках. Вот я прям вот это вот вижу. В тапочках побежал туда вниз. Я говорю, в чем дело? Ваш сын арестован. В чем дело? Ваш сын арестован, мы сейчас будем делать обыск. Я сразу сказала, что я не поверю ни одному вашему слову. Ни одному. На что он мне сказал, у вашего сына даже кличка была. Я говорю, какая? Он сказал, близнец. Эта кличка, говорю, у него со школы. Как только они в школе начали учиться, их с братом всегда звали и того близнеца, и этого близнеца. Потому что их не отличали, хотя они и двойняшки, но их всегда все путали. Дима отказался от своих показаний, опять заявил о пытках, был адвокатский опрос. Ровно на следующий день Диму переводят, там есть такая волшебная камера, 51-я. Она в совершенно пустом, отдельно стоящем корпусе находится, там никого нет. Вот первый раз он был в этой камере, когда его пытали они. И вот в этот раз опять его перевели в эту камеру в феврале. Опять его там пытали. Он опять дал признательные показания. И вот после этого ему Токарев, следователь его, сказал, что ты давай садись, сочиняй, чтобы история была такая настоящая, да, чтобы в ней был состав преступления, чтобы все было. Вот так строится следствие. Ой. Пчелинцевы Дмитрий и Светлана, родители Пчелинцева Дмитрия, арестованного по делу сети, находящегося сейчас в СИЗО. Никто ничего не совершил. Самое это ужасное в том, что абсолютно невинные люди сидят за то, что в стране проходит чемпионат мира. Следствие-то наше, оно же то к Мальцеву хотело, то там куда-то еще хотело. Им куда угодно. Куда угодно, лишь бы, да, прилепить, лишь бы, значит, были террористы. Лишь бы это была какая-то там группа, да, группировка, да. Ну, смешно, конечно, по меньшей мере. Террористическая группировка из 6 человек сидят все дома, не прячутся, не живут все спокойно. Фри-маркет, детдома, бесплатные кинопоказы. В кафе они что там придумывали, кормили кого-то, убирали улицы. Ну, в общем, теплую одежду все, собирали. Да, теплую одежду собирали. Я Елена Богатова, мама Ильи Шакурского, задержанного по пензенскому делу сети. Мы единственные смотрели друг на друга, вообще вот не осознавали, что происходит. Единственное, я понимала то, что нам подкинули оружие, и Илюша это понимал. Страх за то, что его забирают, и он не будет дома ночевать, и в наручниках. И я вот этих оперативников просила, чтобы они его не трогали. Где место, вот что они хотели взрывать-то, вы мне скажите. Вы их вели, вы за ними следили. Вы знали, что вот эта вот террористическая организация существует. Я говорю, вы бы довели их. Вот они пошли эти бомбы, вот эти вот игрушечные, подкладывать. Я говорю, вы их взяли. Я говорю, я тогда голову опустила бы и сказала, да, проглядела. Да, что-то упустила. Я говорю, а сейчас вы сказки какие-то мне рассказываете. Я говорю, я его воспитывала 22 года, и вы мне сейчас вот это пытаетесь рассказать. Вот он, говорю, вот он стихи какие пишет. А он пойдет сейчас людей взрывать? Да у него сердце остановится от этого. Я Чернова Татьяна Александровна, мама задержанного в Пензе по делу сети Чернова Андрея Сергеевича. Во-первых, ему угрожали тем, что если ты не будешь, то значит и брат будет здесь с тобой рядом. Я говорю, а Андрюшка этого ни за что не допустит. Подпишут все, что угодно. Алексей Чернов, брат задержанного Андрея Чернова по делу сети. Когда ехал из Питера в Москву, и по пути мне в поезде позвонила тетя моя. Вот, и она сказала, что брат моего на заводе пришли на работу к нему ФСБшники и заломали его и утащили в неизвестном направлении.
Я Фоменко Станислав Александрович, адвокат Пензенской областной коллегии адвокатов номер 3. Чернов Андрей Сергеевич обвиняется в совершении преступления, а именно ему предъявлено обвинение в том, что он участвовал в террористическом сообществе. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Максимальные санкции статьи предусматривают до 10 лет лишения свободы. Нам давали с ним видеться. И вот в какой-то из встреч он мне потихонечку так: мам, вот меня пытали. Все, мам, тихо, только тихо, мам, тихо. В общем-то, как-то я ему всегда говорю, ну вот когда заболеет, он, когда чуть просто упадет, коленку обдерет. Я говорю: Господи, Илюшка, лучше бы я упала. Мне не так было больно. Он говорит: ну почему? Я говорю: ну я не знаю, больнее, когда у тебя болит. И он знает вот это вот отношение к его боли. Поэтому ему очень тяжело было сказать мне об этом. Он же профессию имеет определенную, он же работал инструктором по стрельбе. Вот. Ну и, наверное, так удобно же. И якобы их тренировал. Хотя они же занимались все страйкболом, и, безусловно, у Димы, может быть, там было больше навыков. Есть, конечно. Он же инструктором работал. В заключении суда, когда их арестовывали первый раз, была такая интересная формулировка: да. Незаконное осваивание навыков выживания в лесу и оказание медицинской помощи. Да, это у нас прямо вот в обвинении есть. То есть это незаконно сегодня в России. Их часть вторая от 5, да. От 5 до 10 лет. Часть первая от 10 до пожизненного. Ну вот если как организатор, да, то от 10 до пожизненного. Александр Литой, я журналист, участник УВД-Инфо. Меня зовут Алексей Полихович, я участник УВД-Инфо. Да, это все тянулось несколько месяцев. Пензенская область — это такой вот прям супер-ультра-мордор. Ну да. Вот эта история, она тогда сделала открытие, что просто есть город, да, где вообще нет никаких институтов гражданского общества, ФСБшники там могут делать реально что угодно. А потом вот эти какие-то истории пензенские, они сильно на самом деле повторяются с описаниями пыток, которые вообще бывают. То есть это, видимо, какой-то сейчас довольно распространенный метод, что там человека связывают, начинают там херачить либо электрошокером, как-то его фиксируют, начинают херачить либо электрошокером. Да, то есть это не история про там мента, который вышел из себя, потому что ты ему что-то сказал, и он там вышел из себя, начал тебя бить, а потом давай его пытать током, бить электрошоком. Это совершенно другая история. Это как бы такой вот разумная, да, отработанная, видимо, схема. То есть там на уровне того, что там Виктора Филенкова в Питере и там Дмитрия Пчелинцева в Пензе, сотрудники, которые его пытали, они контролировали состояние здоровья. Вот где он взрослый, выпускные все, они у нас в компьютере, а компьютер у нас изъяли. Илюш там все собирал, потому что, вот я говорю, он же собирался поступать на режиссера, но это не дает им права пытать меня, обвинять в том, чего я не делаю и не собирался делать. Пытки в отношении к заключенным так и останутся нормой. Возможно, даже сейчас в одной из тюрем пытают заключенного. Никто не понесет за это ответственность, и общественность, скорее всего, даже не узнает об этом. Я отказался от показаний, потому что совесть не позволяет мне погружаться в омут лжи и тем более распространять клевету в отношении других задержанных. Они его подбивали потом уже с помощью меня, чтобы он дал показания на Пчелинцева. Это реальность. И только мы, и те, кто нам верит, могут это остановить. Огромное спасибо нашему сильному и доблестному правителю. Спасибо всем тем, кто нам помогает и поддерживает. Я надеюсь, правда победит. Потому что они не смогут всех запугать. Всех они не запытают. Тех, кто всю жизнь борется, можно сказать, с врагом народа, да, наши деды воевали, они все воевали с фашистами. То есть это ненормально сегодня. Нужно быть, с нацистами, с фашистами. То есть нужно быть, видимо, я не знаю в нашей стране, кем нужно быть, наверное, никем не нужно быть, нужно жить и вообще молчать, и нигде не отсвечивать, чтобы возможно жить спокойно. И опять же, я в этом не уверена. Сегодня я считаю, что у нас в стране любого человека могут задержать и даже завести уголовное дело. Любого. Ну, что угодно сейчас сделают. Это такая структура, как вот адвокат мне сказал. Ты с кем собралась бороться-то?
Я говорю, как это с кем? Я говорю, у меня забрали его, а я еще бороться не буду. Ты с системой собралась бороться? Я говорю, я со всем буду бороться. Со всеми абсолютно. Ой. Нет, будем любыми способами, как бы вот нам не приходилось, но будем их вытаскивать. А еще он, когда выйдет, но он скоро выйдет, мы с ним построим памятник для матерей всех анархистов.